Всем привет, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро. Гадание на ближайшее будущее, на события, какие тайны откроются скоро. Это общий расклад Таро сегодня для мужчин и для женщин, в котором мы посмотрим возможные ближайшие события ближайшего будущего, новости или, возможно, проявление тех знаков судьбы, которые происходят в вашей жизни уже сейчас. Вы их получаете как инсайты или подсказки высших сил, да, а реализуются они немножечко позже. Да? Ну вот и мы посмотрим общие тенденции того, что как бы происходит сегодня и как оно будет реализовываться завтра или в ближайшем будущем. Колода достаточно насыщенная всем, то есть и хорошим, и плохим. Не принимайте близко к сердцу плохое, смотрите на это как знаки, как подсказки. Настраивайтесь на свой поток, на свою ситуацию. Помните о том, что это общий расклад. По традиции посмотрим и начнем с того, кто пришел на расклад, что за ситуация, для кого расклад и что происходит в вашей жизни в нейровселенной здесь и сейчас. Прекрасная карта, корабль и карта возможностей, карта облегчения, карта освобождения, высвобождения энергии движения. Что-то должно начаться, вы как минимум хотите что-то начать или сдвинуть с мертвой точки. Возможно, хотите вздохнуть с облегчением, приблизиться, начать новое дело, переехать куда-то, да, может быть, кого-то повстречать. Вообще, корабль часто ассоциируется с мужчиной. Для мужчин этот расклад начинается с того, что, возможно, вы на пороге нового начала и чувствуете это, да, уже, что оно приближается к вам или должно что-то начаться, высвободиться, да. Может быть, вы хотите что-то узнать или от кого-то что-то услышать. Это тоже очень близко к этой ситуации вашей. Далее, есть препятствия, не все так просто, да, в жизни есть гора. Горы обычно, как минимум, свидетельствуют о том, что нужно прилагать больше усилий для этого же высвобождения или больше прикладывать усилий для того, чтобы что-то реализовать или с кем-то встретиться или что-то кому-то объяснить, сказать, услышать. Есть препятствия в вашей жизни, но они могут также связаны, вот у меня такое ощущение, что вы боитесь, побаиваетесь, давайте так скажем, или опасаетесь каких-то перемен, связанных с освобождением. Ведь свобода иногда, или даже часто бывает такое, что человек боится свободы, и, может это вас не касается, есть такое, раб всегда очень ценит свои кандалы, да. Вот вы напишите, как вам эта мудрость, да, или пословица, как она вам резонирует. Вам от нее ни горячо, ни холодно, или вы все-таки считаете, что да, это где-то вот вы не можете преодолеть какую-то или страх, или трудность, чтобы освободиться от чего-то, да, или двигаться вперед свободнее, да, мешает вам что-то или нет, а если что-то мешает, как вы считаете, напишите, что вам мешает. Смотрите, здесь есть материнство карта, и она центральная, то есть материнство это всегда заботы, это всегда хлопоты, это всегда семья, часто семья, да, иногда мать берет на себя ответственность за группу лиц и отвечает самостоятельно за это, да. Как минимум материнство это не только забота о детях, да, или не только забота о семье, и не только вообще как таковая забота, да. Как минимум, это еще и большое количество энергии, которая тратится на кого-то. То есть вы у меня такое ощущение, что вы немножечко устали отдавать себя другим. Давайте не скажем не миру, а другим. Кто такие другие? Они здесь не в плохом контексте, они в хорошем. Это дети, это близкие, это любимые люди или человек, о котором вы заботитесь. Например, вы о ком-то заботитесь,
А вам уже тяжело заботиться. Вот она карта. А вам бы хотелось бы освободиться. Ну, как минимум, вы хотите там пойти в отпуск, потому что на работе вы заботитесь, например, о животных, да, работаете, к примеру, в приюте для животных, ну, как вариант. Или вы заботитесь о детях, работаете в детском саду, как вариант. Или у вас детей там 4, а вы уже хотите как-то свободы, как-то самореализации. Или вы заботитесь о родственниках, да, а вам бы свободы, да, вам бы отдохнуть, вот такое. Материнство здесь еще о том, что, может быть, вы как женщина, например, больше женщина, ищете мужчину, с которым бы вы могли бы потенциально реализовать свою фертильность, да, свое материнство, да, и, может быть, у вас есть какие-то препятствия к реализации себя как мамы, и, может быть, у вас есть какие-то трудности с сыном, именно с сыном, или с сыновьями, то есть тут больше много детей, да, тут 2. Но почему с сыновьями? Потому что все-таки корабль. Девочки здесь есть тоже, они как бы у меня почему-то идут на втором плане. У меня такое ощущение, что у мамы есть какая-то проблема с детьми или больше с сыном. Но если у вас с дочерью проблемы, то они тут тоже могут быть. Дальше есть урожай или рок изобилия. Да, больше рок изобилия. То есть должен быть какой-то результат. Вы стремитесь к результату такого прорыва где-то или высвобождения какой-то проблемной ситуации с детьми. Минимум. С детьми, в семье, может быть, вы стремитесь больше зарабатывать. Рок изобилия — это часто о достатке. И знаете, как, может быть, вы чувствуете какую-то не до конца реализованность или нереализованную самореализацию. Да, такая немножко тавтология, но она здесь тоже может быть. То есть вы хотите чего-то, может быть, большего от себя. И как бы чувствуете, что это большее вы ищете, оно никак не находится. Что это большее? То есть вы можете больше быть, чем мама или отец, например, да, больше. А кто вы? Может быть, вы еще пока не дошли до этого. Вы еще, может быть, не пришло это осознание, да. Как минимум, нету какого-то результата. Есть трудности в достижении результата с детьми, с родителями у вас, может быть. И кто-то что-то кому-то не додает. Вот такое у меня ощущение. Как будто бы, может быть, от вас требуют больше, а вы не можете, потому что устали. Или вы требуете больше, а кто-то не может. Особенно если от мужчины требуете или от женщины требуете больше, а она или он не может. И последняя карта. Здесь есть некое безумие. Прям выпадает. Карта достаточно плохая. Но смотрите, если вы чувствуете, что сходите с ума, или происходит что-то немыслимое, или концентрируете на какой-то цели внимание, которое доходит до состояния безумия или паранойи, да, вот вам безусловно нужно что-то преодолеть, с кем-то поговорить, за кем-то поухаживать, добиться какого-то результата, получить какую-то, допустим, может быть, сумму денег, переехать с семьей, да. И вот оно, безумие здесь, это как сверхизбыточная концентрация энергии. То есть, а почему вы устаете, вам бы отдохнуть, да, потому что вы напряжены, как натянутая струна на гитаре, да, перетянутая, вы имеете в виду вот-вот лопните. Это как, может быть, у вас это ощущение есть, но карты говорят, отпусти где-то это усилие, да, вот не натягивай себя, не перетягивай, потому что лопнеш, да. Пам'ятайте таке прислів'я, я вже казав минулого разу, що занадто то не здраво, да. Або, є ще таке прислів'я, не проси, бо дадуть, да. Дадуть. Вищі сили так дадуть, що буде важко потім. Да, но все равно у вас в середине семья, материнство, уход, забота. Уход — это ухаживание, да, не уход от кого-то ножками топ-топ-топ, да, а именно заботиться. И безумие, да. Может быть, у вас такое, что вы не знаете, как позаботиться о маме, о сыне, о муже.
Может быть, кто-то сходит с ума. Все-таки у меня такое, знаете, схожу с ума, потому что не могу достичь чего-то вот из этой вот и освободиться от этого. То есть это все-таки больше как навязчивая идея идет. Но вы можете поставить на паузу и написать мне: Алехандро, а я вот поэтому по этой комбинации чувствую вот именно это. Это будет вашей самопроработкой как в формате таро-терапия, да. Давайте посмотрим, что еще подскажет дух. Да, вот будет отдельная карта, она так немножко под углом у нас пойдет. Что скажет дух по вашей ситуации, да, как, ну, как бы духи или высшие силы распоряжаются, как они вмешиваются, чем вмешиваются. Ну, я вам так скажу, духи вас, скорее всего, притормаживают немножко, да, то есть останавливают. Знаете, у меня здесь нету какого-то сильного напряжения сейчас, да, вот от потока. Я же карты, ну, чувствую и потоком, да, и визуально, да. И я вам бы так сказал, от духа, да, вот если бы вы пришли ко мне и спросили, да, вот что духи мне хотят подсказать. Духи говорят: не торопись. Да, вот не делай каких-то поспешных движений. Да, духи видят, что вы не успеваете где-то, ну, может быть, вам хочется быстрее, а вы не можете. Но в этом нет ничего плохого. Может быть, из-за того, что вы торопитесь, вот это безумие и происходит. То есть, смотрите, если в вашей жизни происходят какие-то сумасшедшие, безумные ситуации или обстоятельства из-за того, что вы вот форсируете события. Я специально взял сегодня еще руны. Вы любите руны, я знаю, и когда я их вам читаю, иногда заказываете просмотр на рунах. Но вот смотрите, что руны говорят, да, вот по энергетике, да. Вам надо торопиться или вам надо, наоборот, приостановиться, да. А здесь прекрасная руна Фехо. Я бы вам так сказал: не торопись. Вот не торопись, потому что телец, скот, мясо, тело, деньги, статика. Статичная руна очень. Духи говорят: как бы там тебе тяжело не было, как бы не было там, может быть, не так быстро, но это норм. Да, то есть, может быть, вы там, ну, к примеру, не так быстро идете к цели, или не так быстро накапливаете деньги, или не так быстро сбрасываете вес, или набираете вес, да, понимаете? Или не так быстро преодолеваете препятствия, или не так быстро становитесь мамой, или реализуетесь как отец, или в бизнесе, или... Может быть, у вас эта идея не так быстро уходит из головы, не так быстро забываете кого-то. Но вот надо побыть в этом состоянии. Да, вот с точки зрения психологии здесь не торопись, успеешь. Окей. Давайте посмотрим, какие тайны вам открываются в связи с вот этим кораблем. Ну, корабль — это мужчина, это общение, это движение. Да? Тайна общения, движения и мужчины. Давайте универсально. Ну, мужчина вас ревнует. И я вам скажу, что если вы хотите очень сильно, быстро и резко освободиться, то это не ваше. Вам все-таки, если вам душно, ревность, она обычно душит, да, вам нужно освободиться от ревности, это раз. Вам не нужно ревновать мужчину, это два. И все-таки отпустите хватку. Может быть, это не ваше. Вот слышите, что хочет сказать корабль? Вот это он вам и сказал, этот корабль. Да? То есть не ревнуй и не претендуй на то, чего не можешь достичь легко. Вот так вот. А оно потом получится, оно потом будет. И, возможно, не так сложно, как ты сейчас это проживаешь, да? Все гораздо проще, но из-за того, что ты очень хочешь получить то, что тебе сейчас не принадлежит, это не дает тебе дышать легко. Вот услышь. Кстати, ты задыхаешься из-за того, что претендуешь очень сильно. Ослабь хватку и дойдешь или преодолеешь препятствия, или доплывешь, догребешь, дойдешь, доедешь, долетишь немножко по-другому, да? То есть, может, это не сейчас, скорее всего, не сейчас. Или, может быть, это просто не этот путь. Услышь его. Гора, какие тайны хранят в себе препятствия и горы испытания, да?
Ну вот видишь, ты не можешь преодолеть эти горы, препятствия, ты их боишься, может быть, да, или тратишь много сил. Тебе надо просто подумать. Хорошенечко подумать, может быть, избавиться от этой мысли, да, может быть. Мысли тебе мешают. Может быть, просто нужно делать спокойнее, не думать, да, не накалять ситуацию. Ну и просто взвесить все за и против. Ты намного легче пройдешь это испытание, если просто расслабишься, дашь возможность событиям проистекать естественным путем. Ко мне часто обращаются, да, вот за вопросом, да, вот когда там подействует обряд. Или когда произойдет то, что я нагадал, ну я, например, или кто-то нагадал, да, почему это не происходит. Смотрите, гадание — это обряды, ритуалы. Обряды, ритуалы помимо карт Таро — это тоже магия, да, то есть это как бы запрос вселенной. Вот тебе нужно сделать запрос, провести обряд, погадать, например, или сделать обряд там с чем угодно, там с воском, с водой, с нитками, с волосами, с мясом, с кладбищем, ну чем угодно, да, и отпустить. То есть не думать об этом. То есть твоя паранойя, ну, давайте назовем это паранойя, да, безумие, когда ты там уже надумываешь себя, накручиваешь. Она тебе просто мешает и просто забирает у тебя силы здесь. И в конечном итоге ты задыхаешься, у тебя аритмия или там панические атаки из-за того, что ты вот эту мысль толкаешь, она тебя просто... Твоя энергия направлена против тебя уже в конечном итоге. Ты себе не помогаешь, просто вредишь. Окей? Окей. Кстати, напишите, как в вашем случае проигрываются вот эти 4 карты. У меня они из-за того, что вы сильно быстро хотите взобраться на гору. А вам нужно просто подумать. Может, вам стоит там взять... Знаете, это как на Эверест, там тянут на гору, затягивают кислород. Да? Может, вам нужно взять больше кислорода. Тянут кислород обычно шерпы, да. Может, вам надо взять не одного шерпу, а 2 шерп, да, то есть 2 человека, 2 помощников, да, 2 помічників вам потрібно взяти. Так, ну смотрите, материнство связано с Юлем или зимним солнцестоянием. Ну вот у вас в семье налаживаться ситуация будет только к зиме, поэтому вот если вы смотрите сейчас 08-08-24, да, кстати, смотрите, 08-08-24, и если сложить 2024, мы получим тоже 0,8, условно говоря, да. Вот, смотрите, сегодня, а если еще, кстати, 0,8-0,8-24, если мы еще эти 3 восьмерки умножим на 3, да, 8 на 3, это 24. То есть, смотрите, вам еще, как минимум, до зимы времени с головой. Поэтому вот во время зимнего солнцестояния, да, это как раз когда... зима, да, когда темные силы уже будут там в максимуме, да. Самый короткий получается день. Короткий день говорит о том, что времени немного, да, то есть по сути вам ждать немного осталось до зимы. И неважно, когда вы смотрите этот расклад. Ну и потом после вот этого зимнего периода в вашей семье тьма будет отступать и солнце будет. То есть, Андрей, не торопись достичь вот этого вот светлого результата. Дай уже возможности темным силам как-то проиграться, прожить и не трать пока эти силы на преодоление тьмы, да, то есть тебе нужно экономить эту силу. Но, тем не менее, то есть какая тайна с семьей откроется, да, именно к зиме. Вы просветите что-то, да, то есть свет появится. Вот зимнее солнцестояние самый короткий день, а потом уже пойдет на прирастание. То есть у вас, и отношения будут налаживаться к зиме, и аспекты материнства откроются ближе к зиме, и примирение с сыном, с дочерью, с мамой, с папой тоже ближе к зиме. Потому, не торопитесь пока. Ок. Какая тайна рога изобилия? С чем связано, что связано и как? Мезальянс здесь, возможно, я допущу, что вам нужно мужчина постарше, как женщине. А мужчине старше, мужчине женщина помладше. Вот, слышите, да, я правильно сказал. То есть женщине нужен мужчина постарше, а мужчине женщина помладше.
на ваш достаток и на ваш результат, на ваш рок изобилия, счастья, денег влияет зима. То есть вам нужно зимой уже как бы этот вопрос решать. Рядышком зима. Вам нужно хорошо взвесить, нужен вам мезальянс, не нужен. Нужен вам там намного старше партнер или не нужен. Это все нужно взвесить. Вам нужно не ревновать своего партнера. Слышите, да? То есть вот эти моменты, как это вот как клавиши души, да, вот мы с вами как на пианино играем. Музыка души, да, вот. Ваш достаток связан с мезальянсом. Урегулируете мезальянс, и, скорее всего, вам все равно нужно искать мужчину постарше, женщину помладше. Именно наоборот, скорее всего, вам оно не подходит. То есть, наоборот, мужчина намного младше, оно не то. Вы не будете здесь и богаты, и не будете спокойны, и будете терять, потому что зимнее солнцестояние это уже как бы на прирост света, да. А до тех пор, пока вы этот мезальянс не урегулируете, у вас будут потери как минимум в материальном мире, может там в материнстве. К примеру, с материнством, как это может связано? Ну, более молодой мужчина не хочет ребенка, а вот женщины более старшие. Вот, ну, особенно если большая разница. А вот мужчина постарше может хотеть, да, вот это вот момент. Поэтому, ну, смотрите, опять-таки, если уже мужчина там такой намного старше, он не хочет, да, или не может по какой-то причине, да, тоже вот этот момент нужно регулировать. Может, нужен мужчина помоложе, но старше, слышите, да, вот такой вот совет. Поэтому дело в мезальянсе, и результат, хороший результат зависит от того, как вы этот мезальянс отрегулируете. Окей. Тайна безумия, давайте посмотрим. Ну, тайна безумия здесь во вдовстве и в потере, как минимум, мужчины. Ну, вдова это все-таки потерявшая мужа, да. И, может быть, в потере женщине, да. То есть, вот так, женщине. Если вот здесь подсказка духа, ну, дух, возможно, вам подсказывает, что вам нужно отпускать утрату какую-то. Потому что феху это тело физическое, да, или материя. Но если вам катастрофически не везет в отношениях именно, вот катастрофически не везет, где-то есть мезальянс, он у вас проскакивает часто, ну, стоит, может быть о чем-то задуматься все-таки, да. Йоль это вот праздник высших сил, и Йоль это прощание как бы темного с темным и привлечение к себе светлого. Вот эта карта, она часто с колесом фортуны пересекается. Рок изобилия это еще часто колесо фортуны. Поэтому вот здесь можно так сказать, что высшие силы вам говорят о том, что ваше отсутствие партнерства, да, какого-то, да, или с мужчиной, или женщиной, зависит от того, что вы не можете попрощаться с чем-то темным именно, да, вот не можете его отпустить. Ну, пока что так, потому что ревность это не желание отпускать, это желание претендовать на то, что тебе не принадлежит, особенно в материальном мире. Вот оно вот здесь вот узлом завязка и есть, вот это претендование на материальный этот мир. Ну, это как раз давайте посмотрим, что скажут высшие силы по поводу вот этого вдовства, мезальянства, вот этой мезальянса, доминирования темных сил в семье. Okay? Лисица часто о лжи, о хитрости. Возможно, вам кто-то врет, возможно, вы врете себе вот здесь. Но, как минимум, высшие силы говорят, скажи себе уже наконец-то правду. Давайте еще посмотрим руну, положим одну. Что за правду нужно вам узнать, услышать, да, или сказать, что это за правда. Здесь руна Одина, но это хаос, пустота. Вам вы эту правду должны бы почувствовать, как бы можете почувствовать сердцем, душой. Правда темноты. Это пустота, хаос где-то
силы высшие. Не могу сейчас вам, нету у меня этого такого точного потока, здесь какой-то хитрый поток. Причина вот этого вдовства или одиночества, да, или ненужности, брошенности какой-то, да, ведь вдова не обязательно это тот, кто потерял кого-то, да, а это человек, который остался один и не может никого к себе подпустить, притянуть, потому что он привязан, этот человек, да, вдовец, к прошлому, да. Здесь, может быть, духи говорят, что твоя пустота, вот видите, я из потока что выловил, твоя пустота для того, что, и пустота, видите, тебе и нужна для того, чтобы ты научился думать по-другому, смотреть на ситуацию по-другому. А вы сейчас поставьте на паузу и, глядя на руну Одина и лисицу, напишите, что вы чувствуете по поводу вдовства, ненужности, одиночества или скорби по утрате прошлого. Вот как вы это можете для себя, да, как вы можете избавиться от этого, да, от доминации вот этой темноты, где вы, может быть, чувствуете какую-то разницу и не готовы чувствуете разницу в одиночестве с тем, что было, и не готовы еще почувствовать разницу без одиночества. Вы не готовы просто сравнивать прошлое и будущее, поэтому вы и будущее в себя не впускаете. Видите, какой поток открылся? Как вы чувствуете это? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Окей. Давайте еще посмотрим, какие тайны вам откроются. Но пока сегодня такое, без каких-то умопомрачительных интриг. Вы можете вот сделать свои какие-то выводы. Давайте третий уровень. И это уже такое дальнее будущее. Это уже вот здесь оно актуально на здесь и сейчас. Да? Это где-то в прошлом верхний шар. Да? Верхний слой шар. Окей, ну давайте посмотрим, какая тайна открывается в связи с ревностью к кораблю. Да? Воздух, видите, воздуха вам и не хватает. Я вам так скажу, вы скоро освободитесь. И скоро ваши легкие, ваше сердце, ваши мысли освободятся. И ваши паруса свежим бризом исполнятся, расправятся. И вы со своей ревностью и удушием справитесь. Вы к новым горизонтам и далям отправитесь. И с любыми препятствиями и тем, что душит и жмет вас, справитесь. Слышите? И если вы считаете, что да будет так, то тайна этого освобождения и вперед от того, что душит и давит движение, пишите. Это будет декларацией вашего намерения, как начало вашего нового свободного движения. Прекрасный поток прошел, и что вы чувствуете, тоже можете написать. У меня такое немножко сейчас состояние вознесения, да, вот как обряд вознесения делаешь, ты приподнимаешься благодаря каким-то энергиям. Если вы это чувствуете, напишите, это очень ок, это очень круто. А какая руна вам будет благословлять вас на это движение? Давайте посмотрим. Прекрасная руна Ера, смотрите, вот она. Вот она. Я вам так скажу, вас как минимум мезальянс перестанет душить, давить, и вы перестанете ревновать человека, которого во что бы то ни стало не хотите отпускать. И вы, возможно, и отпустите то, что вас очень долго давит, особенно связанное с темным. Особенно если кто-то умер или ушел из жизни, или из вашей жизни вообще просто ушел. Окей? Окей. Хорошо, убираем пока руну в сторону. Давайте посмотрим, какая тайна открывается в связи с тем, что вы не можете преодолеть то, о чем вы так долго думаете. Богатство, но будете вы богаты, и будет у вас и дом, и богатый муж, или там, не бедная жена. Но есть такие мужчины, которые ищут себе не бедную жену. В чем проблема? Нормально, почему нет? Женщина не всегда должна быть ни с чем, да, то есть что-то у нее будет. Ну и как минимум богатство. Да? То есть вам откроется тайна богатства вашего и преодоление препятствия. И вы преодолеете те проблемы, которые вы
о которых вы так долго думаете на пути к своему богатству. Прекрасная карта. Ну и если вы хотите сундучок с деньгами, тоже ставьте на паузу и декларируйте намерения. Давайте посмотрим, какая руна вам может помогать в этом. Кстати, духи сегодня выходили на связь и уже говорили: не торопись, у тебя будет все, что ты хочешь, и богатство в том числе. Давайте посмотрим все-таки, какую подсказку дадут руны. Прекрасно, особенно если вы недавно или делали уже, или недавно, или давно делали обряд, ритуал на открытие дорог. Здесь это направление, то есть вы будете понимать, как, чем зарабатывать, это раз. Куда ехать, в каком направлении ехать, там, направо, налево, на север, на юг, на запад, на восток. Слышите, да? То есть вообще это путь к богатству. Ну и может быть вы наконец-то сделаете тот самый обряд, ритуал на открытие дорог себе. Если уже сделали, прекрасно, к зиме будете получать первые результаты. Видите, рядышком как раз зимняя вот эта карта, которая уже готовит вам открытие, да, света, да, то есть вы уже идете. Открытие света, слышишь? Света, это я тебе говорю, света. Ну, а мужчины, кто на S, тоже, слышите, тоже вам. Ну, не только света, да, и вообще открытие света, это как бы, как посыл, особенно для Светланы, да. Прекрасно. Ну, давайте посмотрим теперь, какая тайна откроется зимой вам. Вы себе напишите уже, да, и посмотрите. Хозяйка Медной горы, это часто это ведьма. Откроется тайна о женщине. Может быть, о вас лично, о вашей семье и о том, о какое-то знание именно. Это ведьма на самом деле. Но хозяйка Медной горы это та, которая ждет тех, кто идет там и просит счастья, ума и так далее, любви. Да. Я почему-то вижу и чувствую эту карту очень хорошей, и откроется тайна о вашей маме, о ваших детях, о вашем управлении семьей и о хозяйке дома откроется тайна вам. Нету у меня негатива, у меня почему-то такое как бы облегчение идет, как будто с какой-то женщины тяжелый груз спадет и увидит она новый мир в семье своей. Ей не просто откроется к богатству и легкости двери. Она будет новым взглядом на новый свой мир смотреть. И свет вместо тьмы она сможет в этом мире узреть. Она сможет своим новым миром гармонично и счастливо управлять. Все темное она сможет отпустить и никому не станет зла желать. Она начнет энергию новую для себя открывать и свои тайные знания в жизни открывая, реализовать. Очень почему-то такой поток прошел, а вы напишите, что вы чувствуете по хозяйке Медной горы, и что это, кто это, как вы думаете в вашем случае, что это. Солнце, видите, солнце взойдет зимой, и светлая полоса к зиме вашей жизни, как гром среди ясного неба, и хозяйка Медной горы откроет для себя не только знания, но и какого-то мужчину притянет к себе. Мужчины, смотрите, к зиме вы найдете то, что ищете. Можете всмотреться в этот образ. Достаточно он такой, почему-то у меня он сегодня теплый. Почему теплый? Потому что рядом руна Сола, и руна Сола на запястье сможет помочь вам притянуть быстрее мужчину, свет, достаток, успех. Может быть, это даже будет происходить до зимы, до июля, до зимнего солнцестояния с 19 по 22 декабря. Но как минимум уже вот этот вот канал, результат, райда, да, направление, божественное снисхождение и предрасположение высших сил для вас именно вот к зиме будет открыто. Особенно если женщина смотрит этот расклад. Но мужчине, может быть, и женщина какая-то и поможет. А мужчины не всегда женщины не помогают, да, некоторые мужчины так смотрят, да, вот как она может помочь, она же ведьма.
Вот тебе ведьма и поможет, если что, прозреть, да, для чего-то. Окей. Очень хорошие идут тайны. Они сегодня больше не о каких-то там скандалах, сплетнях, интригах и расследованиях, да, а о чем-то хорошем, божественном. Ведь результат, путь к результату солнцем освещен вам. И это ли не чудо? Напишите. Тайна мезальянса и результата. Ну, здесь может быть вот что угодно. Ах, есть любовница. Или в этом мезальянсе вам отведена роль любовницы. Мужчины, смотрите, здесь любовница, да, то есть может быть этот мезальянс для вас именно любовница. То есть тот, кто в этом мезальянсе для мужчины, может быть любовницей, и мужчины услышали. Давайте посмотрим энергию этой любовницы. Какая энергия у этой любовницы? Может быть, она и подходит вам. Голос — это энергия этой любовницы разрушительна. И эта любовница может принести боль и страдания. Ну, соответственно, хозяйка Медной горы может быть и выяснение отношений двух женщин. Здесь ревность не просто так душит. И, соответственно, вот здесь, если у вас вдруг треугольник, мы дошли до самого пикантного разрешения ситуации. К зиме узнаете, есть ли любовница. Ну и будет какая-то, давайте так скажем, болезненный движ с любовницей. Ну а кто здесь любовница, вы или хозяйка Медной горы? Любовница вы или хозяйка Медной горы, это уж вы сами знаете и можете написать: я хозяйка Медной горы, а она любовница. Или я любовница, да, а есть еще хозяйка Медной горы, и мезальянс нас объединяет. Ну, готовьтесь так, будет результативным решение или разрешение вопроса с мезальянсом, в котором есть любовница. Это произойдет ближе к зиме. Будет больно, но результативно, и, возможно, вы освободитесь от того, что вас так душит. Ну и как минимум, смотрите, чтобы добиться результата и пойти этим путем, причем светлым путем, вам придется немножечко испытать боль где-то, и где-то вас, может быть, поколотит судьба. Будьте осторожны с градом, который падает с небес, он может побить вас. Ну, это как предупреждение. Окей, давайте посмотрим, какая тайна вас объединяет с безумной вдовой. А вот здесь безумная вдова и одиночество все-таки то, что я немножечко намекал вам на одиночество, видите. Давайте посмотрим, какая энергия связывает вас с одиночеством. Это и для мужчины, и для женщины это уже становится безумием. Давайте посмотрим. Свет. Вот он свет. Вот он свет. Вот разрушение любовницы. И вот он результат, и вот он путь. Когда придет свет, Айоль, именно вот о доминации света над тьмой, вот он свет, бабочка, вам будет знак в виде бабочки. Зимой бабочек не бывает, но, возможно, эти бабочки, они будут у вас в глазах, белые бабочки. И вы осознаете, что нужно открывать себе путь через боль и через страдания для того, чтобы выйти из одиночества. Бабочка станет для вас символом одиночества. И, возможно, бабочка и появится уже после зимы, ближе к лету, к весне. Но именно бабочка станет тем знаком, который положит конец разрушительным, безумным мыслям о вдовстве, об одиночестве и о замкнутом круге, о цикле. Кстати, это 8, а сегодня 080824, это же 080808 или 24. Поэтому цифры 8, 24, они для вас знаковые. Имейте это в виду. Но здесь о замкнутости какого-то цикла и о разрыве какого-то кармического узла. И этот разрыв, он будет, видите, разрыв — это боль. Он будет болезненным, но он будет осуществляться с помощью огня и света, силы света. Опять слышите, света, говорю. Прислушайтесь, что вы чувствуете сейчас. Тайна ожидания, пустой лисицы или хитрости, хаоса.
пики, может быть, кто-то мешает вам в этом. Может быть, сердце болит у вас и зимою, и летом. Может быть, есть вольт в вашу сторону. Но это же дух говорит. И дух говорит о том, что это град, уколы града, а здесь пики. Тайна ожидания материи и хитрый ход хаоса заключается в противостоянии живого сердца и нападкам кинжалов. Давайте посмотрим. Дух предупреждает о нападках кинжалов в ваше сердце. Как минимум, может быть, кто-то мстит за кинжалы вам, которые вы. И здесь Урус. Урус это очень классная руна, но все руны сегодня, смотрите, они все прямые, ни одной перевернутой. Высшие силы говорят, что кто-то очень яро вставлял пики в сердце. И очень скоро свет и сила Яри, сила света, будет обжигать ваше сердце. Это сердце должно быть готово к очень сильному испытанию, где жжение, энергия будет высвобождаться, и от всего завязанного ваше сердце будет высвобождаться. Возможно, сердце ваше и связанное сердце с вашим будет отожжено и снята угроза и сняты влияния. И вознаграждены вы будете светом за свои страдания и ожидания. Мира вам и вашим мирам. Берегите свое сердце. Готовьте себя к зимнему освобождению. И в заключение я хочу сказать, что без сомнения явится свет и прекратится град. И тот, кто нападал на вас, не будет рад. Но, скорее всего, тот, с кем вы в конфликте и с кем вы пики не разделили, скорее всего, очень скоро, но ближе к зиме, чтобы счастливы вы были. И враг ваш, и вы, с кем расстаться не можете вы. Вы это все разъедините, поскольку каждая руна пряма. Вы пути свои разъедините и пойдете каждый своим путем. И будете счастливы ночью и днем. Мира вам і вашим мирам. Берегіть себе. І кохайте світи, які оточують вас навколо. І чекайте обов'язково, метелик буде перед вашими очима. І це буде знаком, що ваше серце і уся енергія, яка накопичена в ньому, готова для того, щоб скинути з себе усю біль і висвободитись на волю кораблем, який дихає свіжим морським повітрям та свіжим вітром нового, чистого, спокійного життя. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі!